Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Na'Vi Dota. И сегодня у меня в гостях Алексей Соло, капитан команды Na'Vi. И сегодня мы поболтаем о всех последних событиях, которые произошли в жизни команды и, в принципе, Алексея. Давно мы с тобой не виделись. У нас там последние видео на канале, они все происходили онлайн, потому что все мы находились в разных местах. И тут я вот добралась в Киев и решила встретиться, поговорить. Расскажи, как ты жил последние 2 месяца? Что у тебя новенького? Как твоя жизнь сейчас проходит? Последние 2 месяца лучше, чем последние 4 5 месяцев или сколько там уже, да. Потому что поспокойнее стало в Киеве, и относительно того, что было, как-то и психологическое состояние получше. Что касается игры, тоже у нас большой прогресс, поэтому все силы и фокус внимания направлен туда. Вот из-за этого тоже, с настроением все в порядке. Вы сейчас живете в нашем буткемпе в Киеве, да? Сколько вы там уже находитесь? Мы собрались вместе, по-моему, 8 июня. Влад вот уже 3-й месяц живет. Я не знаю, как он вообще, кстати, один там бедолага справляется. Он сидит. Как там? Нормально справляешься? Отлично, говорит. Там комфортно. Да, вполне, да. Очень хороший буткемп. На самом деле, много буткемпов было в моей жизни. Этот, наверное, один из самых комфортных. А что залог комфортного буткемпа? Пространство должно быть хорошо распределено, у каждого должно быть свое личное пространство, то есть своя комната. У нас прикольная лаунж-зона, то есть мы можем вместе проводить время, там, смотреть что-то или играть. Все, что нужно. Кофемашина, самое главное, это кофемашина на буткемпе. Да. Вы можете увидеть обзор нашего буткемпа на канале Na'Vi CSGO. Мы его снимали, когда он только как раз вот открылся, и первые кейсеры туда заехали, поэтому, если вам интересно, зайдите и посмотрите. Ладно, давай поговорим о команде. Как ты уже заметил, и, в принципе, это очевидно, что у вас хорошие результаты в DPC-лиге. Можешь вот сначала начать, как происходил вообще подбор и смена состава, в частности, там, Лайса и Свиденстронга? Кто занимался, кого еще тестили и почему выбор пал именно на них? Влад выделялся на фоне других хардеров в СНГ. Уже на тот момент он хорошо себя показывал в команде V-Gaming. Это из Казахстана, по-моему, организация. Да? Да. Вот. Хорошо играл на тройке, то есть нам понравился. Вот. Это если вкратце. В принципе, еще пользовались программами для подбора игроков. Не буду все секреты рассказывать, Влад молодец, Влад красавчик. Хорошо, дальше Свиденстронг как появился в команде? Здесь стечение обстоятельств. Я очень рад, что мы взяли Жору в команду. Это большая находка, мне кажется, что он еще не полностью раскрыл свой потенциал, но уже даже на этом этапе он выделяется среди всех 4 лично для меня. То есть он делает очень крутые мувы, очень хорошие коммуникации, то есть у него много плюсов. Подбор проходил так, что нам внезапно понадобилась 4, то есть достаточно быстро нужно было принимать решение, потому что объявили 2-й сезон DPC, у Илюхи не было игровой практики, и вот мы решили разойтись. Опять же, тоже среди всех 4 Жора выделялся, я с ним попадался в матчмейкинге, мне очень нравилось, как он играет. Мы сыграли несколько КВшек против его команды, Нова, по-моему. Да и все, он был на слуху, то есть я на нем уже держал свой фокус внимания, на Жоре. Вот, как-то так. Расскажи, в организации кто-то еще принимает участие в том, чтобы находить игроков новых? Или этим, в принципе, это полностью твоя ответственность? Или это с тиммейтами вы как-то согласовываете? С тиммейтами, конечно, согласовываем, да, то есть какое-то предложение, когда появляется у нас кандидатура, вместе обсуждаем плюсы, минусы, то есть... кандидатуры ты выдвигаешь или кто-то еще предлагает, кроме тебя? Конкретно по Владу и по Жоре я, да. Хорошо, Алик не имел долго возможности играть, но он вернулся еще сильнее, чем ранее, будто бы. И расскажи, как проходил его процесс восстановления и как он так быстро вошел в форму, в принципе, в такой хороший. В принципе, сложный патч для кэрри-игроков, как мне кажется. Тяжело импактить, то есть нужно много фармить, только на отдельных персонажах, каких-то менее жадных, таких так называемых утилити, ты можешь часто подключаться к дракам, открывать карту, пушить вышки, то есть это не пул Алика в целом, то есть сигнатурки Алика это хардкерри, агильщики, фантомка и так далее, то есть, но Алик хорошо вкатился в эту мету, наиграл много персонажей, которые нужны команде для того, чтобы играть в быструю активную доту. Все у него в порядке, в полнейшем, быстро восстановился, да, и он пропустил всего месяца 1,5, это не так много, плюс он смотрел все игры, сидел, смотрел Twitch,
то есть ну, старался как можно поддерживать форму. Вот. С Аликом все в порядке, красавчик. Расскажи немножко подробнее о вашем тренере. О нем нет информации, в принципе, мы его и не анонсили особо. Если можно, расскажи подробнее об нем, потому что есть ощущение, что и он внес огромный импакт вообще Да, в то, что безусловно, происходит конечно. сейчас. Гена большой молодец. У нас вообще не было каких-то пересечений, хотя он очень давно тоже, как оказалось, в доте, в принципе, да, то есть он играл профессионально в хон, был одним из, возможно, лучших игроков в СНГ в хон, но это было очень давно. После этого он был и менеджером даже в команде Vega Squadron, когда Кипс там была тренером, девушка. Было, знаешь, да, вот, я знаю. Было дело. Позже Гена сам стал тренировать, много, как я понимаю, уделял время именно мидерам, то есть он воспитывал ГПК, насколько я понимаю, в Веге на квалификациях на International 2019, 19, наверное. Ну, не 20, суть важно. наверное, не было, да? Да, да, не суть важно. Вот Гена давно занимается тренерской деятельностью, специализация его это по большей части мидеры, но он в целом отлично понимает игру, все в команде к нему относятся с большим уважением, то есть на разборе игр он всегда говорит, как игра должна развиваться по его мнению, то есть большой импакт носит в команду, большой молодец. Если честно, я удивлен, как он с такими данными, то есть до сих пор не был замечен, да, то есть не добивался каких-то высоких результатов. Вот. Большой молодец, отличная находка для команды. Как попал в команду, предложил его Жора рассмотреть как тренера. У Влада тоже был опыт общения с ним, помогал их команде немного, я правильно говорю, Владос, да? Вот. Мы с ним пообщались, и мне тоже сразу понравился Геныч, вот поэтому Геныч наш тренер. Помогает тебе тоже в драфтах каким-то образом подготавливать соперника? Да, мы с ним готовимся перед каждым матчем, драфтим друг против друга, сидим часок, там, подготовим какие-то опенинги. Можно сказать, что на данный момент я ему больше помогаю, то есть можно сказать, что на нем больше ответственности по драфтам даже, чем на мне. Как ты оцениваешь свою индивидуальную форму сейчас? Зависит ли она больше, то есть как ты считаешь, твоя индивидуальная форма больше влияет на игру команды, или же вот твои тиммейты и игра тиммейтов влияет больше на нее? Как ты видишь эту ситуацию? Нет, конечно, каждый сам строит игровую ситуацию, то есть пятерка уже тоже давно это такая же важная роль, как и другие в команде, потому что слишком много изменений в доте было направлено на то, чтобы саппорты тоже стали полноценной боевой единицей, да, то есть и текущая игровая форма у меня хорошая, я много наиграл, опять же, много тренируемся командой вместе, то есть много КВшек играем, много ММов играю, то есть чувствую себя достаточно комфортно в этой мете, вот. Но это не у меня, наверное, надо спрашивать у тиммейтов. Влад, капитан справляется? Ну, так говорит. Ну, как-то так. Это он, мы не будем это воспринимать серьезно. Конечно же, все хорошо. Ну что, поговорим о DPC. Все проходит хорошо, 4-1 сейчас ваш текущий счет. Однако оступились вы, Team Spirit, поэтому на этой игре бы хотелось остановиться, тем более, что вы могли и должны были забирать победу на наш взгляд. Мы смотрели как раз эту игру, у нас что-то дошел, Blast Лиссабони, и мы сидели с Хаосом и с Женей, смотрели вместе эту игру, и, конечно, было больно. Расскажи, что произошло там, как прошла игра против Spirit, какие выводы были сделаны? Spirit, очевидно, и до старта DPC на данный момент являются фаворитами в СНГ. Они очень хорошо играют. Мне кажется, их сильнейшая сторона — это то, что они хорошо двигаются по карте и понимают, когда им надо драться, когда не надо драться, как оттягивать, то есть как замедлять игру, да, то есть как задерживать соперника. Вот, в принципе, мы грубо ошиблись в игре против Team Spirit. У них был довольно жадный пик на первой карте. Они молодцы, то есть они затянули игру, выиграли. Мы сильно ошиблись. Вот во второй карте тоже им нужно было дождаться свой тайминг. Это если глобально говорить, там не в какие-то микромоменты, да, ударяться. То есть, там была драка, когда мы заходили на хайграунд. Мы чуть-уть переоценили свои возможности, а они хорошо дождались как раз Monkey King, 25-й МКБ. И, что сказать, я думаю, что если бы мы сейчас встретились с ними еще раз, возможно, мы бы смогли обыграть их, да. То есть мы смотрелись неплохо в серии против них. С того момента мы уже еще поднабрали. Ошибки учли, то есть выводы сделали, поэтому посмотрим.
Как ты думаешь, что позволяет Team Spirit вот на протяжении такого долгого времени, без замен, держать уровень и, в принципе, так хорошо выступать? Да я бы не сказал, если честно, что какое-то долгое время они вместе. То есть они, в принципе, в прошлом году сделали замену вот Собеда на Миру. Но есть ощущение, что в Доте год — это долго для состава без замен. Ну, не знаю, я в других играл в составах, у нас бывало и дольше гораздо без замен. Не знаю. То есть они, ну вот на мажоре, например, они не очень сыграли, то есть не попали в мету или там просто плохая форма была игровая, не успели наиграть. Сейчас они уже гораздо лучше смотрятся, тоже появляются у них какие-то идеи там и так далее, и так далее. То есть, ну, будет видно. Также была интересная игра против Mind Games, там вы отдали одну карту, однако забрали серию. Расскажи, как ты это видел, как тебе игра против Mind Games, что там, какие там проблемы возникали? Влад смеется, что там, что такое? Ну, чем-то похожа была, если честно, первая карта против Mind Games на первую карту против Team Spirit в моем представлении. Да, там чуть отличались моменты игровые, но суть та же. То есть мы ведем игру сильно, все в наших руках, и игру очень просто довести до победного конца. Ничего не надо сверхъестественного для этого сделать, нужно просто нормально сыграть доту, вот, а у нас не получилось нормально, и хорошо, что выиграли две следующие, потому что, да. Что-то ты не договариваешь, ну ладно. Как ты считаешь, текущая вообще таблица Восточной Европы DPC отражает расстановку сил в регионе? Ну, под конец будет более реальная картина, да, потому что там еще остались игры и у Bad Boom, и у Spirit, и у Virtus.pro, Outsiders. То есть, я думаю, да, эти 4 команды, вот Na'Vi, Spirit, Bad Boom и Outsiders, сильнейшие в своем регионе. Вот, а кто на каком месте, это уже не так важно. Но мы, конечно, будем бороться за первое, второе. Ты смотришь за вторым дивизионом, например? Есть ли там, может быть, какие-то команды, которые заслуживают большего? Если честно, нет, совсем не смотрю за вторым дивизионом, потому что нет времени особо. У нас и тренировки, и ММы, и официалки, то есть нужно следить за соперниками в своем регионе, в своем дивизионе, я имею в виду. Поэтому не слежу. А что по поводу Западной Европы? Следишь ли за играми там? Да, смотрим, конечно, все игры смотрим, там тоже заруба нереально. Как тебе секреты? Вроде как Пупейн на протяжении многих лет держался стабильно в топе, и вот такой провал. Что скажешь? У Пупея всегда были сильнейшие исполнители, сильнейшие игроки в его команде на протяжении всего его пути, за редким исключением. То есть иногда он брал странных игроков, по нашему мнению, мы удивлялись, типа, почему. Вот, а сейчас у него, не могу сказать, что у него прям один из лучших составов, то есть скорее он собрал из того, что было. Вот. Но я очень рад за Зайца, которого вот буквально вчера взяли в Team Secret. Отличный шанс для него проявить себя, мы с ним поиграли, то есть я высоко его оцениваю как игрока, как исполнителя, как тиммейта, вот, буду за него болеть. Как ты думаешь, с чем связан тот факт, что, в принципе, европейские клубы все больше и больше берут наших легионеров, да, из Восточной Европы? Что это за тренд такой? Это Team Spirit его задали своей победой или это некие другие события повлияли? Может быть, совокупность, и победа Team Spirit повлияла каким-то образом, но в целом у нас много сильных игроков в Восточной Европе, и так было всегда, просто меньше, если честно, было команд. Сейчас же вот последние годы тенденция такая, что есть первый, второй дивизион, то есть и в каждом регионе так, из-за этого очень много команд, и больше появляется игроков в отдельных коллективах из Восточной Европы, да, не СНГшных каких-то, а именно там европейских или каких-то еще. У нас много сильных игроков, у нас очень сильный регион. Угу. Ну и хорошо, что это заметили команды из Западной Европы и дают шанс нашим ребятам. Valve сейчас встретили огромное количество критики в связи с тем, что они, в принципе, не меняют доту, какие-то изменения минимальные производят. Как ты к этому относишься? Вот какое твое мнение? Стоило бы? Мне кажется, что это уже такое какое-то небольшое нытье от комьюнити, потому что доту привели в очень грамотное состояние, на мой взгляд. То есть там отдельные какие-то, возможно, фиксы нужны на данный момент, но в принципе игра сбалансирована. И очень много героев появляется в пуле, в принципе много стратегий, большой выбор билдов на каждом герое. То есть и артефакты забаланшены, и герои, и карта.
Да, поднадоело то, что карта давно не меняется, и, в принципе, экономика в игре достаточно долго уже такая же. Но в этом и суть же была прийти к балансу, да, в игре, чтобы можно было пикать всех героев, чтобы можно было по-разному строить свой плейстайл. То есть Dota сейчас в расцвете в этом плане. Впереди у нас мажор, впереди турнир в Малайзии. Мы не будем сейчас говорить, там, кто прошел, кто не прошел, этого не будем касаться. Но все знают, что все команды, в принципе, которые участвуют в квалификации, должны заниматься вопросом виз. Если можешь, поделись ситуацией, как сейчас обстоят с этим дела, есть ли шанс. Понятное дело, что нашему региону в Восточной Европе будет невероятно тяжело получить визы, но тем не менее, я уверена, что вы пытаетесь. Как дела обстоят с этим? Есть ли шанс, если вы пройдете на мажор, их получить? У нас у всех есть американская виза, кроме Влада. Влад будет подаваться вот скоро на днях, поэтому держите за него пальчики. Если Влад получает, то мы в полном составе поедем на мейджор, я надеюсь. Господи, пожалуйста, это было бы круто. Ты соскучился по ланам, Да, по-американски, американский лан вообще? Да, я очень соскучился по ланам. В принципе, когда началась пандемия, было тяжело, да и сейчас тяжело осознать, что уже почти 3 года нет ланов. Ну, то есть я был на Инте в качестве аналитика, но это совсем другое. Тем более там такой был бабл жесткий, да? Когда ты играешь, это совершенно другое восприятие турнира. Вот. И последний турнир, на который мы отобрались, это был Лос-Анджелес Мейджор. Который как раз был, да. пандемия началась да. на нем. То есть вот с того момента я не был на ланах, поэтому очень хочу на этот мейджор и сделаем все для того, чтобы пройти. Боже, это было в другой жизни будто. Потом будет ESL объявил турнир Малайзии. Малазийцы очень страстно любят доту. И ты сам играл много раз, да, скорее всего, в Куала-Лумпуре, в Малайзии, да, выигрывал мажор. И расскажи, скучаешь ли ты по этой публике? Вообще хотел бы поехать на этот турнир? Да, очень хотел бы. Мы как раз с ребятами вот буквально на днях смотрели Direct Invite, которые раздали на этот турнир, и очень сильно удивились некоторым приглашениям. Каким? Вот. Не будем тыкать пальцем, но там, конечно, молодцы ESL в этом плане. В кавычках. Вот. Но будет квала. Квала будет совмещенная, я так понимаю, СНГ с Европой. То есть будет заруба очень сильная, потому что и в Европе много желающих поехать будет, и от СНГ. 400 тысяч долларов. Да, так что будем бороться. Очень хотелось бы, да, и туда съездить, конечно. Класс. Когда у вас следующий матч DPC? Следующий матч у нас 8 числа в пятницу. Пятницу. Я буду желать тебе и ребятам удачи. Осталось 2 игры, да, у вас в рамках DPC, и тогда уже будет все понятно. Спасибо тебе большое за это интервью. Береги себя, береги ребят. Мы за вас болеем, все очень рады, что вы показываете такой классный результат. И, конечно же, будем надеяться на мажоры, что Влад получит визу. Спасибо, друзья, что посмотрели это видео. Поставьте свой лайк, болейте за Нави, поддерживайте ребят. И всем пока.